Друзья, мы выехали на юг. Как говорится, праздник Песах, сам Бог велел выйти с юга и идти на север. Вот, исход еврейского народа, народа Израиля из Египта. Вот, мы решили не повторить, но как бы сделать какую-то часть этой дороги. Вот, мы поедем на самый юг нашей страны и оттуда будем двигаться на север. Ну, а вы двигайтесь с нами. Мы остановились купить кофе. Ну, а так мы едем на электрокаре, то каждая остановка нужно использовать время с пользой. И мы подзаряжаем нашу машину. Ну что, друзья, мы продолжаем нашу дорогу, и мы остановились на следующую дозаправку, точнее, основная наша дозаправка по дороге в Элат. Вот мы остановились на Сде Букая, вот у нас тут заправка, вот так вот мы заправляемся. Вот, мы здесь пробыли 40 минут, и вот, подкрепились немножко, поиграли немножко, кофейку попили. А теперь собираемся в путь. Мы приехали в каньон, который называется каньон Ада. Ада не от слова ад, а Ада имя такое, Ада. Вот, и в этом каньоне есть два маршрута. Один маршрут длинный, примерно 6,5 километров. Второй маршрут, короткий маршрут, и он кругообразный такой. То есть начинаем отсюда и возвращаемся сюда же. И этот маршрут, он примерно 3,5 километров. Вот. Говорят, что он занимает от 2 до 3 часов. Вот. Ну, это тот маршрут, который мы сделаем. Начнем по синему маршруту и вернемся по черному маршруту. Маршруты определяются метками на камнях. Ну, мы об этом еще поговорим. Ну, давайте начинать. Первое главное правило – шапка. Второе очень важное правило – это крем от загара, точнее крем от сгорания. Третье очень важное правило – это много-много воды. И чтобы прохладная температура, прохладная такого погода вас не обманывала, жарко очень, и пить нужно много. Желательно, чтобы на каждого человека было по 3 литра воды. Ну а там уже сколько сможете взять. Так, мы отправились в поход. Вот, время сейчас 1 час и 10 минут. Посмотрим, сколько у нас возьмет этот маршрут. Вот стрелочка, которая говорит о том, что здесь начинается наш маршрут. Вот, каньон Ада. И сюда мы идем. Мы будем идти по синему маршруту, как я уже говорил. Вот. Сейчас посмотрим, как он идет. Вот он. Так. Итак, мы находимся
мы находимся здесь. Вот, мы находимся здесь. Мы начинаем по синему маршруту. Здесь мы должны перейти на черный маршрут и вернуться вот так назад. Ну, все, короче говоря, огонь здесь разводить нельзя, палатки строить нельзя, и мусор нужно забирать с собой. Все, идем. Наш оруженосец бежит вперед. Вот синяя отметка, по которой мы будем идти. Да, конечно, чтобы идти на такой маршрут, нужно обязательно одеть закрытую обувь. Вот. Много маршрутов можно сделать в сандалиях, но этот маршрут лучше делать с закрытой обувью. Смотрите, какая красота здесь. Но если мы сделаем этот маршрут быстро, то поедем еще в Красный каньон. Да, мамуль, ты хотела очень Красный каньон. Мамулечка, посмотри сюда. Мы раньше не успеем. Красавица. Ой, можно я с тобой тоже сфотографируюсь? Можно я с тобой тоже сфотографируюсь? Да, потому что типа я со своим большим животом не прошел бы здесь, да? Ходы очень узкие. Так что, как говорится, приходится стараться. Вот. Сейчас посмотрим. Смотрите, что здесь происходит. Вот, и это с каждым метром нашего продвижения это маршрут становится еще больше и уже. Да. А наши бои. Уже 3 или 4 семьи, которые мы увидели, которые вернулись тем же маршрутом, которым мы сейчас идем. Вот, хотя, по идее, должны возвращаться с другого места. Ой, как здесь узко. Даниэль, аккуратно. Мамулечка. Мамулечка, давай помогу тебе. Давай сумку, давай мне сумку. Алин. Okay. Алин, давай сумку снимем. Пожалуйста, не смеяться. Есть люди большие. Ой. Опа-ля. Потому что ты большой, ты проходишь. Да. Очень даже неплохо. Да, видишь, как животик не мешает. Ай, привет. Мамочка, ты молодец. Опа-ля. Да, вот смотрите, где нам приходится пролазить. Вау. Надо постоянно следить за метками, потому что метки показывают, где поворачивать, где сворачиваться, где проходить прямо. Вот. Есть некоторые булыжники такие, скалы, на которых есть метки, которые, видимо, водой
немножко сбило, снесло. Вот, они показывают в другую сторону, поэтому важно смотреть и искать вторую метку для того, чтобы сверять маршрут. Возвращаться тоже дорогой, это, конечно, намного опаснее, чем подниматься. Поэтому лучше, если есть возможность, есть время, сделать маршрут полностью и вернуться по черному маршруту. Вот. Правильно, пейте. Пить очень важно. О, весь народ Израиля выбежал на юг. Вот, все в Песах, ну не только в Песах, вообще очень много израильтяне вообще любят гулять, любят путешествовать не только за границей, но и по Израилю. Вот, и в Песах неделя, когда между праздниками, вот, очень многие выезжают именно покорять горы и пустыни Израиля. Тут пробки есть даже в горах, даже на пеших походах тут есть пробки. Хочешь найти? Камешек красивый. Мамулечка, самый красивый камень это я. А у меня ты. Тебя я уже нашла. Я хочу еще. Мамуля, еще не надо. Хорошо понемножку. Ты настоящая, я ищу. Мы свернули с синего маршрута на черный. И теперь уже возвращаемся по черному маршруту. Возвращаемся к машине. Прошли мы почти 2 километра по синему маршруту. Почти 2 километра. Километров 900 примерно. Вот. А теперь свернули и спускаемся по черному маршруту вниз. Археолог наш камушки рассматривает. Тебе не нужно в аквариум камешки? Я надеюсь, что мои рыбки останутся в живых после недельного отпуска. Дети, вы устали? Или вам хочется слышать шум детей, которые за нами бегут? Конечно, черный маршрут как-то начался скучно. То есть не на что посмотреть. Если синий мы шли и внутри скалы, вот, да, и на вершине горы по хребту, то по черному пока мы идем внутри ущелья, да, Тали? Внутри ущелья, и, как говорится, кроме того, что спуск он менее привлекательный и более опасный, вот, так мы здесь пока ничего интересного не видим. Но то ли еще будет.
Мы настроены оптимистично. Да, пить надо, жарко очень. Что-то сейчас тучки спрятались. Мамуля, пить. Тучки спрятались. И солнышко стало как-то слишком сильно припекать. Вот. Мы от всех оторвались. Сзади нас идет большая группа с детьми. Вот. А мы оторвались. Идем в тишине, наслаждаемся красотой, природой, где-то тишиной, что тоже немаловажно. Это дерево на иврите называется щита. На русском я еще не знаю, как оно называется. Я потом посмотрю и переведу вам, как называется на русском. Вот. Такое дерево растет в пустынях. Да, и является большим-большим помощником и спутником странствующих или путешественников именно в пустынях. У них очень-очень маленькие листья, такие иголообразные листья. За счет этого у них очень маленькое испарение. Ну, наверное, мы здесь сядем отдохнуть. Вообще, обычно странники берут с собой маленькую газилку, финджан, такой вот это кувшинчик, и готовят чай, кофе именно вот в таком вот месте, в теньке, в пустыне. Вот. Ну, мы, чтобы не загрязнять, как говорится, природу, вот, и чтобы не тащить с собой газилку, вот, мы сделали себе маленький термос. Сделаем, попьем чаек. Чай в пустыне — это очень полезно, намного лучше, чем кофе. Поэтому, если у вас есть выбор между чаем и кофе в пустыне, пейте лучше чай. Наш маршрут. Мы его сделали за 1 час 50 минут. 3 километра и 210 метров. Ну, это то, что показал часы показали наш маршрут. Маршрут увидели. Маршрут несложный, маршрут интересный. И можно сделать его длиннее. Если пойти только по синему маршруту, то он будет примерно 6,5 километров. Вот. Интересно, приятно. Надеюсь, что вы также получили удовольствие, как и мы. Поехали дальше.